Привет! Меня зовут Ирина, я преподаватель русского языка. Это третье видео о глаголах движения. У меня уже есть полное видео о глаголах идти и ходить, и также видео о глаголах ехать и ездить. Сначала посмотрите их, если вы не точно понимаете разницу между этими глаголами. А это дополнительное видео о необычных случаях употребления этих глаголов. Есть некоторые ситуации, когда вы точно не знаете, какой глагол выбрать. Идти пешком или ходить, или ехать и ездить на транспорте. Иногда это не важно. Иногда мы выбираем по другому принципу. Иногда не важно, вы идете пешком или на транспорте. Это не важно знать вашему собеседнику, а вы хотите сказать, что это было близко или далеко. Идти и ходить мы можем говорить, когда хотим сказать, что это недалеко, в городе. Мы хотим это сказать. Например, мы сегодня идем на концерт. Я хочу сказать, что сегодня я буду на концерте. It's for me, I actually even didn't plan yet how I'm going to get there. Пешком или на машине, на такси, я еще не знаю. What I want to say here is that I'm going to the concert. Концерт. Это самое важное. Это близко, это в городе, поэтому я говорю идем, мы идем на концерт. Я часто хожу в театр. Я часто хожу в театр. Я хочу сказать, что я часто посещаю это место. I want to say here that I visit theater. Я посещаю это место. Я часто посещаю театр. Да? И может быть иногда на машине, иногда пешком. Это не важно здесь. Я хочу сказать, что я интересуюсь искусством, поэтому я говорю хожу. И я показываю, что это театр в моем городе. А вот ехать и ездить мы говорим, когда это далеко. Далеко. Это может быть в вашем городе, очень далеко. Тогда вы можете сказать ехать, ездить. Или если вы хотите сказать, что это другой город, другая страна, другая планета, может быть, да? Тогда вы говорите ехать или ездить. Например, завтра я еду в зоопарк. Завтра – это мой план. Я еду. Здесь вы не знаете, на каком транспорте, да? Но я показываю словом «еду», что это далеко. Мне нужно время, чтобы туда попасть. Я регулярно езжу домой. Я регулярно езжу домой. Здесь словом «езжу» я показываю, что мой дом находится далеко. Может быть, это другой город, может быть, другая страна. И я регулярно езжу туда. Здесь вы точно не знаете, на каком транспорте я езжу. Да, но здесь это не важно. Это не важно. What I want to say here is that I regularly visit my home, my relatives, my parents, and it's far. Это далеко. Вот что я хочу здесь сказать. И давайте посмотрим еще одну ситуацию. Когда мы думаем ходить или ездить. Смотрите, здесь вы видите картинки. Это все какое-то хобби. Здесь танцы, волейбол, массаж, баскетбол, китайский язык, плавание. Что у них общего? Это места, которые нужно посещать. Но танцы, dance, это не место. Волейбол – это игра. Китайский – это язык.
But what we want to say here is that we do it regularly, we are interested in that, it's our hobby, and we do it regularly, visiting some places. We need to go out from home and to go there. Например, я хожу на танцы. Это значит, я занимаюсь танцами. И я хожу куда-то в городе. Да? Я хожу на волейбол. Это значит, что я играю в волейбол профессионально. И мне нужно выйти из дома. To go out from my home to get there. Я хожу на массаж. Это отдых, да? Это вид отдыха. И я хожу туда. I go there. Я хожу туда. Баскетбол – это тоже игра, да? Я хожу на баскетбол. И здесь вы хотите сказать не только, да, что вы ходите, но это вам нравится, это ваше хобби, это то, что вы делаете в свободное время. Китайский – это вообще язык. Например, я хожу на китайский 2 раза в неделю. Вы хотите сказать, что вы учите китайский язык 2 раза в неделю, и вы ходите куда-то на курсы, да? Я хожу на плавание в субботу и воскресенье. Я хожу на плавание, то есть я хожу в бассейн, places бассейн, да? Но я хожу, чтобы плавать, это мое хобби. Мы очень часто говорим о своем хобби в таком виде. Don't neglect this way to express your hobby, to tell about your hobby. Используйте это. И мы тоже можем сказать это и в прошедшем времени. Например, в детстве я ходила на танцы. I used to dance. Когда была маленькая, when I was a child, in my childhood, да? В детстве я ходила на китайский. Это значит, что в детстве я учила китайский язык, и я это делала не дома, а я ходила куда-то. I went somewhere to learn Chinese. Понимаете? Это очень важно. And in this case, it's not important. Maybe you went there by car, but you need to choose, in this case, when you say about your hobby, you need to choose ходить. You want to say that you used to do that, you used to go there. Вы ходили туда. Большое спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на другие социальные сети, на Instagram Рускриги, на Telegram From Zero to Hero. И обязательно приходите на мои занятия по русскому языку. Ну а если у вас есть желание, но нет времени, то посмотрите ссылки к описанию в этом видео. Там я предлагаю варианты, как вы можете попрактиковать русский язык эффективно на удобной интерактивной платформе и в любое удобное для вас время. Пользуйтесь этой возможностью. До свидания. Пока-пока.